так они станутся россияне замороженных средств, и с этих всех средств будут оплачивать Украине там и это, и эти деньги останутся замороженными до той поры, пока Россия не заплатит все, что должна Украине. То есть эти деньги не отдадут, все, и ни санкции не снимут, и все. И тут же этот, как его, она там что-то промычала, что вы это, как его, да что ж такое, блин. Надо этот другой кабель. Я не знаю, куда мы едем. Вы будете, Украина, ну не вы, а Украина будет выплачивать там бесконечно долго эти долги. Мы сами все производим, мы сами все делаем туда-сюда. Ну, это что я же хочу ткнуть носом. Нет, там не воткнешь. Там он сзади он лежит, я его бросил на это, потому что телефон. Там где-то я его бросил на сиденье, лежит этот кабель, который можно сюда воткнуть. Сейчас. И телефон. Да не сейчас Едет где-нибудь. нормально, я поедешь, я боюсь. И что? Вот, то есть, все, а я им все время пытаюсь объяснить или сказать, вас волнует все вокруг, как живет за границей, как живет Украина, сколько в Украине кого погибло со стороны Украины, сколько чего, где и как, но только не волнует, что творится под носом. Говорю, у тебя в Волгограде, говорю, твой президент, Кремлебздум, я его называю, Кремлебздум, открывал фонтан. Говорю, покажи мне хоть одного президента мира, который открывал или мост, или дорогу, или фонтан, или еще что-нибудь. А ваш то мост открывает, то кусок дороги, то дает добро, кнопку нажать. Вот. Но я не к этому. К чему я это хотел сказать? Что вас заботит только... Да, и вот он у тебя, говорю, фонтан открывал в городе, а сейчас на ремонт фонтана нужно 1,5 миллиона рублей. Просто отремонтировать фонтан, который не работает. Это значит, что это 1,5 миллиона, это материал, проект, это логистика, это зарплата рабочим, это 1,5 миллиона. Но вы одному единоразово человеку, идущему на смерть, платите 2 миллиона. Ты представляешь, сколько фонтанов можно было бы, ну я утрирую фонтаны, вообще сколько можно всего полезного было сделать. Началась осень, у вас начались проблемы с получением так называемого паспорта отопления. То есть если там готов по каким-то параметрам город, выдается паспорт отопления, что готов. У вас огромное количество городов не готово. Что вы делали все лето? Начинают перечислять, мазуту завезли, туда-сюда, есть количество газа, трубы не отремонтированы, там, или еще что-то такое, и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, овца тупая, говорю, в Европе ни в одной СМИ, нигде, никогда не проскакивает, что готовы к отопительному сезону, что там что-то не полажено, какие-то трубы не привезли, что-то не... Никогда этого в новостях нету. Единственное, что сейчас вот с этой ситуацией войной, иногда говорят, насколько заполнены хранилища газа. Все. И то это сейчас стали говорить, раньше этого никогда не было. А у вас то мазута на 10 дней осталось, то котельная взорвалась, то еще что-то не загорелось. Пипец, говорю, и вот это ваша беда, вас все вокруг интересует. Сидите на нищенской зарплате, ты хвастаешься, говорю, куртки за 190 баксов или евро купили. Я говорю, ты серьезно? Вот это у них у всех проблема. Они не видят, что у них дорог нет, что этот, как его, больницы позакрывались, все вот это там. Это их не интересует. Их интересует вот что, сколько. Вот она мне пишет,
ваших там, ну, украинцев, ну, она пишет ваших же, это, погибло там в этом, А ваши? в Курсках 15 тысяч. Я говорю, а они что, сами от себя погибли? Они же, наверное, тоже стреляли. Так а сколько ваших погибло? Так они, понятно, они защищают свою. Они как бы герои. Ваши герои в чем? Пошли на чужую территорию, чтобы что? Срочник, вот сейчас опять очередной срочник погиб. Как он погиб, где он погиб, чего? Тебя это не волнует. Так пойди его маме скажи, а я бы сказал, Елена, как его, что в этом твоя вина. Она, а хоть один этот, ну, погибший там, или этот, тебе лично сказал, что я виновата, то есть ее это задело, понимаешь? Да вот это вот та ответственность, которую они не хотят. Мы там мочим, кто мы? Кого ты там мочишь, блин? Курица, блин, общипана. Сидит, блин, это, я же говорю, ну, она ж меня все пытается убедить, что у нее плита вверх электрическая, а духовка газовая. Не бывает такого, не бывает. Я говорю, Пусть покажет. я в говорю, чём хорошо, проблема? ока, давай, так, все, сними мне сзади шильдик. Шильдик это этот щиток, на котором написано, а вот Ага. производство, туда-сюда, мощность плиты, там, все, ну, вот эти параметры все, кто произвел плиту, да, давай, покажи. Ну и все. Вот, говорю, вот и все, вот и весь твой газ. Но тебя волнует, если Чехия сможет заплатить газ Германии. Причем тут Германия с газом к Чехии. Вот это ее волнует. То, что у нее в газе, то, что у нее страна, как а у нас газ, если у нас нефть, мы больше всех собрали пшеницы. Вы самолеты построить не можете, которые выделили 400 миллионов в 2022 году, потом миллиард, потом еще миллиард. Нету. Как не было с 22 года ни одного произведено, так нету. Где? Тебя это не волнует. У Шойгу, блин, 12 или 13, я уже не знаю, уже сколько их там арестовано заместителей, а Шойгу специально убрали, потому что друг, чтобы не посадить. Тебя это не волнует. 30, сколько там нашли в его дома, 30, последнего я какого-то помню, 30 миллионов наличка мы нашли в квартире. Вот это тебя не волнует. А ты хвастаешься, что ты, говорю, смс-ками собираешь на войну. Зачем? Ой, животное, блин. И вот это там один краше другого. Они же ведь сначала было 8 лет бомбили Донбасс, потом мы там спасаем русскоязычных. Теперь кого, где, что? Вы своих не спасаете в Курской области. Слушай, я же смотрел это, как вот, Курская область была это, Украина. Да? Я вот никогда там был. Когда вот это была Украинская республика, 18-19 год, или там когда какой-то год, ну как-то или 19, ну она там немножко совсем была. Вот. Так там и Ростов, и что-то аж до Краснодарского края внизу были. Да. Я вот этих вещей не знал. Так, ну, понятно, нам историю уж не про Украину рассказывали, нам историю про Советский Союз рассказывали, какие мы были веселые, красивые везде. Это просто отрыв. Я же ее когда говорю, так пойди родителям, скажи, что тебе земли мало, а наша, она мне там все время, это наша земля. Я говорю, так пойди скажи, что это ваша земля, тебе земли мало. У тебя, начиная от Свердловска, как вот сейчас, Екатеринбург, едешь в сторону Сибири, все, целина, необработанная целина. Вы сколько-то на 50 лет какое-то количество, огромная территория отдали китайцам, которые ж вывезут все, блин, оттуда, вплоть до плодородной почвы. Ты рассказываешь, что земли мало. И вот это. Нет, мне иногда, знаешь, так вот, аж... Вот бывает настроение такое какое-то, там, а там это все так выльешь им это с негатив, и хорошо на душе. Это как своего рода психотерапия. А бывает нету времени, там что-то вякнешь, чтобы они вот не расслаблялись совсем.
Но я хочу дождаться, блин, что когда вот это все кончится. Ну, их понятно, что их носом по земле возить, по плинтусу, это бесполезно. Они все равно будут это фейки туда-сюда. Сейчас взорвали вот в этих же двух городах, в Торецке и Тихорецке, где говорят, эти вот склады. Но там такая точность.